Во, теперь должно работать. Приветствую, друзья. Рад вас видеть в чате. Привет, Травки, на мать ч.1, Кэт Джефферсон. Сегодня у нас демки, я очень долго этого ждал. Вот, надеюсь, и вы тоже. Где что-то попутал. Да, пальцы сосиски, как в Шреке. Неудобно попадать по клавишам. Надо было думать, когда я назначал пейдж-даун и минус на мьют микрофона и переключение сцены другой, короче. Вот. Я болею, поэтому буду кашлять сегодня. Надо не забывать мьютиться, чтобы вам минус уши не было. Да, голос не сонный, голос просто через нос, видимо. Такая фигня. Вот. В пятницу было легче, мне на работе, поэтому я думал, что... Ну, что будет все нормально, выздоровлю, но что-то в пятницу вечером опять все началось. И поэтому сегодня вот так. Спасибо, да. В общем, начнем сегодня демки, и как раз подвалил у нас новый фестиваль в Стиме этих самых демок, да, Steam Next Fest очередной. Скачал свежих кучу демок, там тоже 63, кажется, штуки. Вот. За количеством мы не гонимся, как говорится. И начнем сегодня потихоньку, и несколько следующих стримов будут по демкам. Хотя бы давайте закроем вот эти 63 штуки. Ну, то есть это примерно стримов 100. Вот, посмотрим их. Ну, сколько успеем, да. Потом, может быть, сделаем перерыв, не знаю, на Citizen, что-то такое. И, ну, дальше не буду загадывать. Вот. Ну, это лет на 5. Ну, типа того, да. Вот. Ну, короче, план такой. Давайте не будем задерживаться на вступлении. И идем к первой демке. Это Харальд Халибут, кажется. Вот эта штука. Вот сколько их накачал. Тут если Finals и Wallpapers выкинуть, вот это все слева список, который вам камера закрывает, и вы не увидите. Это вот он. Но он листается, видите, он есть, он присутствует. Так, ладно, погнали. И почему с нее начнем? Потому что она весит 54 гигабайта. У меня уже места на дисках просто не осталось. Вот это SSD-диск, у него 7 гигов осталось. И то я эти 7 гигов берег, знаете, как в играх, да, ты до самого последнего бережешь там какое-то оружие, аптечки, патроны, и потом на финальных титрах такой, окей. Зато я бережливый, да, зато я хозяйственный. Вот. И тут то же самое, я 7 гигов оставил, думал, может быть, еще какая-то игра будет. Наткнусь в списке на какую-нибудь игру, которую лучше на SSD поставить. Ну и так не нашлось ничего, ну пусть 7 гигов в запасе будет. То есть будем смотреть демки и сразу их удалять, чтобы мне хоть что-то оставалось. Вот. Причем я забил еще и вот этот диск полностью практически. У меня рекомендация Steam пропущена. Я тоже, кстати, недавно поудалял немножко из желаемого. У меня там было что-то вообще какое-то нереальное количество. Ну, весь Steam, как я говорю, обычно. Так, где-то пишется или нет? Че, мы с ней вообще поиграем? Стройки, это выход. Вот, видишь, что 2771 игра. Так, минус. Знаете что? Надо настроить, чтобы на мьют микрофона еще и вебка скрывалась. Чтобы вы мои конвульсии не видели. Забавно, кстати, вам не видно это окно. Я окно настройку OBS перенес на активный экран сейчас, и вы это не видите. Это прикольно. Не видите это безобразие. Так, скрыть. Фильтр нам не нужен. Портретная вебка. Так называется. Это рабочий стол должен. Чао. Вот здесь. Вот сюда ставим вот так. Вот так. Так.
Итак. И проверяем. Так вот, я есть, и меня слышно. Ну, я говорил, что меня нет и меня не слышно, но вы меня не видели. Здорово, народ, я рад, что ты потянулся, а то я думал, ты уже уснул с моими переносами. Ой, интрусение внезапно. Так. Молочко с медом и маслом попить. Да господи, не надо маслом вам пить, хватит. Это какой-то дикий рецепт совершенно. Более того, молоко с медом, оно тоже не особо-то прям полезно. Было какое-то исследование, более-менее контролируемое, и там показало на самом деле неплохое улучшение, ну, в смысле, смягчение кашля у детей, по-моему, когда они принимали молоко с медом. Но это единственное исследование, которое хоть что-то показывает с точки зрения доказательной медицины, что оно хоть как-то помогает при простудах. Масла там не было, и не стоит его мешать совершенно. То есть лучше мороженого даже будет полезнее съесть, только если у вас не ангина, если у вас нет там какой-то инфекции бактериальной. Вот. Да. Спасибо, что не советы доктора Малахова. Спасибо, что не советы доктора Попова, я бы сказал. Так. Который любил Огурцова пихать в себя. Ладно. Доктора Огурцова, да. Вот Нарутман знает фишку. Масло будет. Так, ладно. Давайте к демкам перейдем. В общем, первая игрушка Халибут, чтобы это не означало. Это относительно наша тема, потому что вроде как там какой-то космический корабль. И, возможно, даже инопланетной формы жизни, если это, конечно, не зеркало какое-то. Возьмите контроллер и расслабьтесь. Steam. Что ты предлагаешь? Что-то навязано. У меня вот этот контроллер, кстати, такой вот есть. Да. Ну ладно, давайте подрубим контроллер, потому что хочешь какое-то послевкусие, это должно остаться после Старфилда приятное. Вот контроллер есть. О, он даже подрубился. Отлично. Масло так ставить. Не отделяя от ботвы, да. Масло не отделяя от упаковки. Да. Грейс можно смазать маслом. Так. Надеюсь, игра запускается. Так. Лучше добавить гранитные кружки. Как от сорбента. Дополнительно. Лучше пейте чай по-монгольски с маслом и солью. Так это еще, она еще и модифицирована. Гарольд Халибут. Ну, в общем, все нормально. Так, и что? Меня просили геймпад, и он не работает в меню. Не понимаю. Вот я нажимаю, не стик ничего. Правый стик может быть. Геймпад подключился. Ладно, окей. Фокуса нет на игре почему-то. Теперь. Вот, все работает. Это я, дурачок. Ем пиццу, смотрите, ем пиццу. Так, мы с ним в кафе ходили, так что мы тоже ели пиццу и фокаччо ели еще. Музыка какая-то это забавная. Мы ее немножечко убавим. Ой. Я нажал нет. Так. Я великий игрок на геймпадах, как известно, поэтому будут дичайшие затупы. Кастом. Полный кастом. Можно просто высокое и все. Чем кастом-то? Сосау нам надо оставлять. Уйти даже. Вот это нам нужно вырубить. Все, по сути дела.
Ну, сразу видно, что на меню, как бы с дизайнерской точки зрения, да, с визуальной, они постарались на славу. Типа синяя заливка и белые границы, это же новое слово, мне кажется. Так, пусть весинг будет. HDR. Нету нормального HDR на мониторе, поэтому нет смысла особого. А как дальше? Как листать-то вниз? Мышка. Мышка не работает. Подождите. Окно потерял. Оно зависло или что? Гепат опять перестала работать на нем. Что была ошибка. Ну это демки, как бы. Давайте мы вот так. Нет, мы не будем настройки включать. Чего-то по Alt-Enter он включает настройки. Играл, что я поиграл. Да, она реально все зависла, игра. Обнажение Paperwhite, чтобы это не значило, и оно на этом решило все. Вот, так, смотрите, фокус ввода на Steam, теперь на игре. И причем, да, ну все придется перезапускать, кажется. Ч.1, привет. Приветствую. Я подписан, нифига себе, жестко. Для кого мне YouTube посоветовал. Да. Иван там что, Тарков все стримит, я не знаю, как можно выдерживать столько true геймплея. Лучше уж на ВК-плей. Давай без этого. Давай ты свои идеи будешь продвигать в чате у Ивана только в Дискорде, потому что я настроен крайне негативно к ВК-плею. Я, кстати, на пятницу, по-моему, или в четверг, или в пятницу я вообще, короче, все поудалял из у себя со стены на ВК. Я бы вообще из ВК ушел, но там куча всяких контактов, которые... Ну что вот опять не так с этой игрой? Вот. Все. Геймпад выключился. Это я, получается. Виноват был все это время. Подожди, что он выключился-то? Лак в ВК. Да, я вот тоже думал, что удалил. Переходи, Ч.1, просто переходи на Twitch. Тебе... Там ссылочка есть на Ютубе. В описании, короче, под плеером на Ютубе есть. Я буквально сегодня менял на геймпаде, потому что ребенок жаловался, что батарейка садится. И опять-таки я поменял одну батарейку, я поставил с низким зарядом туда. Другой не... Да, она выключается. Подожди, может не тот геймпад? Просто. Сейчас второй посмотрим. Во, все, второй работает, нормально. Хавр будет смотреть, он классный, и Pacific Drive. Pacific Drive мы не будем смотреть, потому что мы его будем проходить сразу в полной версии. Я его купил, как вы знаете. Я очень жду эту игру. Я не думаю, что есть смысл смотреть демку. Лучше начнем сразу с полной версии. А Homeworld будет. Но я буду дико тупить, я ни в один Homeworld не играл, как вы знаете. Так, еще раз. Давайте еще немного поиграем с графикой, как говорится. Мы должны здесь... здесь все нормально. Так. Кардинолог, привет. Ну, ты же и так на Твиче, как бы. Смотри, откуда, как бы. Если с тяжелых наркотиков, то, конечно, стоит приходить. С них на Twitch. Что за монитор? Вот где-то здесь мы и сломались в прошлый раз. Что такое обнажение Paperwhite? HDR бумажная белизна. То есть это вот что-то с этим связано. То есть это с HDR. Апскейлинг даже здесь есть. Но он... Так, все. Давайте без апскейлинга пока поиграем. Великая игра, судя по всему. Так, что здесь? Язык русский, размер субтитров. Да пусть будет крупный для дедушек и бабушек в чате. Имя говорящего. Давайте оставим вибрацию. Да не надо. Все.
Прохождение настолько... Слушайте, ну я не умею на геймпадах играть, и она еще отключается. Все, начинаем чат. Все. Какая шутка была. Смотрите, какой забавный угорь с ножками. Слушайте, это непредвиденные сложности в самых легких моментах. Так. Уже мой компьютер не вывозит эту красоту. Возможно, апскейлинг был не ошибкой. Что это было? Что это? Каменная медуза? А человек опять все засрал, посмотрите. Подводный трактор знаменитый. Чего это колоноскопия? Ребята, еле-еле 60 FPS. Сейчас, во время кат-сцены. Не, ну слушайте, да, графика, конечно, ну не прям, но это же похоже на, знаете, на стоп-моушен анимацию. Видите, как будто куклы там или пластилиновые персонажи, то есть. Ну, очень неплохой дизайн, ну, вообще визуальности. Наверху, да. Захотелось включить эту тему знаменитую наверху, да. Мотоцикл. А вот это поворот. Получается. Так, ну что ж, начинаем. Так, мы... Harold, I'm afraid I need you to come with me. Oh, hi, Major. What's the matter? Естественно, включили знаменитые имена персонажей. Your unpaid fine. I had a fine? You still do. Tubing without the proper credit on your tube card. Can you settle it now? No. But wait, I'm sure I topped it up. Improper tube card management, Halibut. You surely recall that since last week, the Energy District tubes require your tube card to be topped up with blue credit if an onward journey to the social district is intended, in addition to the usual weekly turquoise credit. But only last month, it was a green. I don't make the rules, Harold, but the rules make me. Now let's get you over to the fine secretary so we can all get on with our day. И все, появится демка. Fell foul of the end user insufficient funds clause. I'm afraid if you really can't pay, you're going to have to think of someone who can. I guess that means you'll have to wait for the professor again. Who knows what she sees in you? Right, I'm needed elsewhere. Короче, мы задолжали The number of people traveling without the appropriate tickets recently. I hope for both our sakes not to see you again soon, Harold. Так, мы за какого-то работягу играем. Ходить нам не дают. То есть... Ну ладно. Классный, конечно, геймплей на геймпаде. Но я нажимаю все кнопки, ничего не происходит. То есть либо игра опять потеряла фокус,
либо в чем-то другой фокус. То есть он... Вот, клавиатура при этом работает. А, вот, и геймпад заработал. Надо было оживить ее. Так, ну поговорим, давайте. Can't you just put this on my account? I'll pay as soon as I... Mr. Halibut, you don't have an account. Not since we blocked it. Please, Mr. Secretary, let me just... I mean, look, can't we... Your name is Mr. Secretary? My title, young man, is All-Water Secretary number 24. It is not my name. Anyway, I'm afraid All-Water Corporation can't be seen to make exceptions. You'll have to go through the proxy payment process like everyone else. Ясно, гребаные бюрократы. Ну, английский юмор, как бы тут сразу видно. Так, у нас еще Mr. опции. Halibut, do you really want to incur the fine for resisting the proxy payment procedure and temporary confinement protocol? The other fine? Okay, no more fines. Так, нам не дают выйти из комнаты. Под страхом еще один штраф получить. Прикольно, да. Было бы это еще не в 48 FPS. Ну ладно, сошлемся на слабость моего компьютера. Даже смотрите, есть при столкновении с вот этим горшком, с растением, он немного изменяет положение. Правила можно почитать? Нет. Сразу залезу. Так, ну здесь ничего нет кликабельного. Поговорим с этим бедолагой. У меня тоже такое же подозрение. So, what are you in for? Oh, I'm just here for the great company. Aren't you a little young to start working for All Water? What? No, I meant because it was a joke, doofus. Oh, Ну вы поняли, шутка была. Yeah. Уточная. Could you let me wait in peace now? oh, sure, we'll do. Have fun. Felix, Hi, Ma. Look, before you say anything, whatever your excuse is, it'll have to wait. Busy times. Mr. Secretary, please charge whatever Felix's fine is to the company tab, please. Of course, Mrs. Van der Vaart. Have a pleasant day. You too, Master Van der Vaart. freedom! Have fun, Harold! Perhaps known more commonly as Fess Up. We reluctantly interrupt your daily business for for some important information for all inhabitants of the Fedora 1. Fedora 1. Dear people, crew, and company, we seem to have discovered something super cool. Please do consider to congregate tonight at the Agora Theatre for some important information. Понял. Мы находимся на станции Fedora 1. I've been looking all over. Get your buns to the lab, if you please. I do beg your pardon, ma'am, but there is still the matter of an outstanding fine for Mr. Halibut to find a proxy for. A completely reasonably priced and fairly applied fine, if I do say so myself. Sir, please do not cause me further consternation. Just put it on my tab as always. Come on, Harold. Dark times. And slowly but surely, Всё. light returned to the Fedora. A light held aloft by the Почему сейчас у меня клавиатура? Water Corporation, which illuminated the many innovations we now rely upon. In 12,780 AC, we rebranded from the municipal Вы знаете об freshwater этом. И поэтому я не могу замьютить OBS, как нужно. The first tube system routes were unveiled to the public in 12,000. Mr. Halibut, you'll need this before you go. A ticket home? Yes, and only home. It's not valid for any other routes. Okay. Thank you, Mr. Secretary. And your tube pass should be unlocked again within 24 hours. So you'll be back to the luxury of fully automatic tube travel eligibility approval once again. I can't wait. The introduction of digital real-time in 15,342 Every time I need you, Harold, it's something else. What's wrong with you? I can't handle your shenanigans while we're in the middle of this mess. I know. I'm sorry. Next time... This must have an underlying cause. I remember when you were still in school and your
teacher telling me about how you would just stare out of the window, oblivious to her even shouting at you. It's like you've never snapped out of that daydream. I was never in a daydream, just the other stuff was boring. Harold, I'm not sure which is worse. The idea of you living with your head in the clouds or never being excited by life. Only boring people get bored. Она сработала, оказывается, я даже не знал. Professor. Сорян, спасибо, что подсказала. Я говорил о том, что прикольная деталька, если... Эй! Ну вот, собственно, про масло вы говорили сегодня, что она помогает при смазке разных технологических отверстий. All Water Corporation здесь всем управляет. Мы на станции Федора 1. Давайте посмотрим, можно ли на карту взглянуть. В общем, прикольная была деталь, что когда эта женщина отдалилась от нас, отошла, ее, голос ее стал тише. Мне пока все нравится, кроме того, что нужно играть на геймпаде и производительности. Она ужасная. Ты опять нажал сейчас и 0 эмоций. Так. Бегать нельзя. Ходьба на стике. Так. Меня слышно вообще? О, раз, два. Блин, что происходит с этой игрой? Она... У меня ОБС-ка или с ОБС-ка что-то происходит? Я не вижу вообще... Так, подождите. Чат, вообще, жизнь идет? Чат, вообще... Да, все нормально. Работают такие. Я с проблемой. Да, у меня ОБС как будто бы, спасибо. Да. Работает, все вроде бы. Все, продолжаем. Практически без задержек. Так, ну это у нас кулер, а это что? Какая-то странная штука. Так, и куда нам? Ну, мы же пришли вот из этой зеленой двери, кажется, правильно? Он стоит. Единственная открытая здесь. Нас вывело, чтобы мы ее проводили и обратно пришли или что происходит? Или, я так подозреваю, нужно было за ней поехать, но мы почему-то не поехали. Я здесь. Я... Тяжело говорить, короче. Поэтому буду петь. Танцевать. А, ты про проекцию мужика? Вон, я увидел проектор сейчас только. Забавно, что она плоская, эта проекция. Это может быть экран в форме человека. Так, ну сюда она спускает, хотя на двери тоже зеленая клавиша. Сюда. Все-таки сюда нам нужно было. Да, не прошел просто. Прикольно. Аутофорта, то есть это сломано. Да что вы говорите? Только вода центральная. Но мы сейчас на только воде, нам нужно центральную ветку. Да. Небольшая задержка у нас с вами. You have arrived. Please exit the tube in an orderly manner. We hope you'll travel with us again. But why isn't the line active? What needs improving? A man has a right to know.
I don't know the exact decision-making process that led to this, sir, but I assure you it will be for the good of your overall long-term tube travelling experience. So will we get discounts on the other lines as a result of the inconvenience? As of yet, there is no discount scheme in place, as we calculated the possible inconvenience to be negligible. Wouldn't need a discount if the prices weren't so high in the first place. I can't comment on the pricing strategy, I'm afraid, sir. I'm just a travel secretary. So what can you comment on? I am authorised to comment on the nature of the tube closure, which is that All Water have had to close the line temporarily for improvement works. Yes, you said Это не that. Homeworld, следующий Have будет these Homeworld. improvements been carried out before? I cannot say if the exact same optimizations have been made to another line. So what can you comment on? I can confirm that there is no discount scheme in place, and that we believe the fares to be fair. So who calculates the fair price? I can't comment on the pricing strategy, I'm afraid, sir. I'm just a travel secretary. This is ridiculous. Can I talk to your manager? Certainly, sir. If you'd just like to go to the All Water public office and make a managerial communication meeting request with Secretary 24 there. The reason, sir, is that All Water have had to close the line temporarily for improvement works. But why isn't the line Ясно. active? Заново What началось. needs improving? A man has a right to know. I don't know the exact decision-making process that Так. led to this, sir, but I assure you it will Куда be мы for хотим the good of отправиться? your Давайте overall long-term tube карту travelling посмотреть. experience. Классно. So will we get discounts on the Карту other не дают lines as a посмотреть. result of the inconvenience? Как раз ремонтные работы, видимо, ведутся, собственно. Нас сюда не пустят. Что-то покажут. Справа тоже. А вот автомат еще справа. Но это не пойдем, потому что это очень... Что нам нужно сделать-то вообще? Есть какие-то подсказки? Там меню. Меню-то есть, а подсказки... So what can you comment Ладно. on? I am authorized to comment on the nature of the tube closure, which is that Сюда не дает. Нам служебный так подозревает, да? improvement works. Нет, можно Yes, you здесь. said that. Have these improvements been carried out before? I cannot say if the exact same А куда мы optimizations хотим? have been made Домой to нас не another пускают. line. This location is not accessible via your permission I slip. can confirm that And there you is know no it. discount scheme in place, and that we believe the fares to be Так. fair. So who calculates the fair price? I can't comment on the pricing strategy. Что нам сделать надо? Куда бабка-то уехала, господи? Она была похожа на лабораторную... крысу, хотел сказать. На лабораторную рабочую. Ученую какую-то. If you'd just like to go to the all А все-таки сходим до этой синей штуки, может она нам скажет. Нет. Вода. The reason, sir, is that All Water have had to close the line. Я лабораторный съездим, не знаю, потому что... Да. But why isn't the line active? What needs improving? A man has a right to know. Destination decided. Enjoy the view. Поплыли. But I assure you it will be Нет, там много чего еще. Ну, не знаю, какие у But тебя вкусы. Harold, I'm tired of chasing after you like you're a stupid butterfly. Hang on. What's a butterfly? That sounds silly. Оу, A butterfly is an insect from Earth. не знаю, что такое бабочка. Он не был на Земле. On their wings and drank pollen from Или никто не был на Земле из живых. They often appeared in extra natural moments in life. On the other hand, they were terribly inefficient, flighty, overly trusting, and delicate. Ergo, you never take responsibility, and I never know where to find you next. Какая быстрая женщина, не успеваю за ней гнаться. I know I drift off a bit sometimes, but All Water raised the tube fares again, and they never announced it properly. This time it really was an honest mistake. Plus, there was this woman who... Quiet, Harold. We don't have time for your flights of fancy right now. There's important work afoot. Oh yeah. Have you checked the blockage in the filter station yet? And did you need to feed the fish too? Ah, yes. Those two. I'm on the case. Bye, Professor. Aren't you forgetting something? Oh,
I'm sure those are all my tasks for the day. You seem to have waylaid your PDA. It really is a wonder you get anything done around here. Ah, thanks, Professor. It's got a life of its own. А, сталкер, ребят. Strangely enough, I noticed you hadn't added your daily task list to it. And I don't want to have to remind you about them again. Oh, thanks. Let's see. So I access the list. It'll come back to me. Just go to the 4 selection buttons. Okay. Окей, нас учат пользоваться ПДА, и у нас where будет were they список again? дел. The Наконец-то. upper right of the pad. Yeah. Top of the 4 buttons, right? Так, открыть коммуникатор. Cool. Then I use the navigation nub to highlight and then hit the bottom button. Precisely. Прикольно, они учат пользоваться. Ага, Okay, прикольно. great. And it's the rightmost button to go back, right? Прикольно. Indeed. Now hop to it. And I'll see you at the Agora arcades when you're done. Слушайте, ну, игра тупо кайф. Вопрос, конечно, к скорости перемещения персонажа и к лагам. Ну, багам, в смысле, не багам, вернее, дропом FPS. То есть она и в целом-то идет не особо высоких, но и при этом еще и иногда дропает. Так, у нас телефон, который не работает. Что-то. Ладно, давайте ознакомимся с списком дел. Смотрите, датапад наш, он выглядит как экранчик, а сбоку прям какие-то записочки. Ну, то есть тетрадка приклеена. Интересно. Сообщение глянем. Нет сообщений у нас. А дополнение. Че, и все озвучено. Ну, то есть. Что бы это ни значило. Так, тут нужно быть хацкером, кажется, чтобы понимать, что происходит. Докулеты какие-то. Чат, вы что, не понимаете? Космотост. Ой, это игра! А как играть? Слушайте, как? Мини-игра есть. А змейка есть? Хочу змейку. Система. Это то же самое. Почему-то он не хочет играть. О, так. А, так что ли? Это жесть неудобно. Что я должен делать-то? От чего уворачиваться-то или что? Чат, есть идеи? Так, главное задание, демо-задание. Демо-задание нет у нас. Главное задание. Так, а свернуть как-то можно это? Почистить фильтровальную станцию. Мора сказала мне почистить фильтровальную станцию. Всегда все делаю я. Мора понял мне, что надо покормить рыбок. Все, давайте начнем с рыбок. Рыбки у нас здесь, видимо. Ай, господи. Зануды начали в чате там ныть. Сейчас будем рыбу кормить, вы чё? Уже есть что-то в жизни интереснее, чем кормить рыбок. Drat. It's out of food. Так. Better ask Cyrus about this. Кто такой Сайрус? Блин, не, ну мне нравятся прям вайбы ретро-футуризма такие. Напоминает еще автостопом по галактике. Этой бюрократичной машиной своей. Еще с английским акцентом все разговаривают. Так, у нас здесь какая-то кладовая с кучей хлама и ничего нет. Кто из Сайрус из вас? Так,
Компьютер. Кстати, 2 красных телефона у нас, и ни один не работает. Это, считаю, что это упущение. Инструменты. В общем, активной точки я больше не вижу. Это откуда мы пришли, по-моему, да? Или мы снизу все-таки пришли? Это робот-динозавр, но я его не могу взять. Больше здесь некуда. Да пофигу, давайте выйдем сюда сначала, посмотрим, что это. Да сейчас, подождите. Я проспидраним эту игру. Так, кажется, назад, да? Лаборатория, квартира, лаунж. Зона, лаунж-зона. Так, ну мы можем почти везде ходить. Ну вот, все это обратно. В общем, мы под водой на каком-то инопланетном, на другом мире, короче, не на Земле. И, видимо, несколько поколений сменилось уже, люди не знают ни про бабочек, ни про что, ни про что. Первый левел. Так, это туалет. В туалете есть интересного. О, RTX, обратите внимание, какой. На зеркалах. Ну, туалет и туалет, что бухтеть-то? Не знаю, куда мы идем, я не знаю, где найти Сайруса, но, видимо, в этом и смысл, типа, и сам еще... ну, фильтрационная, у нас насос фильтрационный справа. Скорее всего, нам туда и надо будет потом. Как он странно поднимается по лестнице. Так, я думаю, что Сайрус будет где-то здесь вот. Нет. Ну, значит, вниз, значит, вниз. Вернулись сюда, в каюты. Мне нравится, как локации выполнены вообще. Можно спать лечь? Мы же гильдяй. Было бы самое то. Нет, все-таки надо было, видимо, на эту станцию фильтровать. Не хватает бега, слишком медленно персонаж ходит, так вальяжно, вот это выбешивает. Как и дропы в производительности, ну ничего. Так, а вот что я могу нажать? Ага. Дайте угадаю, пятнашки мои любимые. И что это? Ну, это похоже на корм для рыб, но... Видно, что это не оно или что? Сайрус справился. Нет. Что это? Да кто такой этот ваш Сайрус? Ну, эта штука не кликабельна. Ну, обратно, видимо, идем. Все-таки. А там написано, что лаунж-зона, но она где? Я не могу понять. Вот квартира направо, да? Ну, в смысле, каюта направо, лабораторная, да? Вот сюда. Все. Увидел. Это ты, Сайрус? Harold. Perfect timing.
Oh, Signor Tenenbaum, you too. I was just hoping to watch some Sun Tzu's Ash. Got any idea how to work the old telly? I think it's one of those all-water ad-only models. Ah. Should still be good for watching the announcement on tonight, though, right? You're really gonna watch that? They'll just announce another tube price hike again. Well, who knows? Diego from Health Services said he heard something about the reveal of something important. Так. Это не Сайрус, судя по всему. What is Sun Tzu's Ash? Yes, Sun Tzu's Ash. Eternal Love. Best and only Turkish novella we have on board. I thought season 18 was bad, what with all the drama around Emery's cousin and whatnot. It's worth powering through to season 36, though. That's where the plot really thickens. I'll try to check it out. 36-й сезон. Прикольно какой-то у них турецкий сериал. У нас обычно были популярны бразильские сериалы же раньше. Но сейчас тоже вроде и турецкий, и корейский, и их только нет. What brings you to the lounge, anyway? Would you guess that the tubes to the utility district and the social district are down again? Strangely, yes. I can't believe that. Does that mean school is out? Yep. The Bambinos are happy, and I don't mind the time off. Ты But if it goes on much longer, they'll forget everything. Won't they do their homework? Maybe. The whole social district is off limits right now, so at least there won't be much else for them to do. Is that why you're hanging out here? Mostly. It's just kind of cozy here, though, you know? I suppose it is. Anyway, don't mind me, Harold. Bye, Chris. See you later, Harold. I'll be here if you want some company. Step through it into potions, and magic. Winter is a state of mind. Так, ну все, это маленькая зона для того, чтобы можно было перекусить и отдохнуть, и все, больше здесь ничего нет. Этот диван такой неудобный, что даже не вздремнуть, но это жесть просто полнейшая. Вот. То есть, ну вы видите, да, тут два человека могут сидеть, но лежать даже один не сможет. Нормально вытянуться. Ну, я не на таком умудрялся лечь, чтобы хоть можно было вздремнуть немножко, но... Как-то посмотрит рекламу, кайф, да? Знаете, вот поработаете в школе с Майо, вы не такому будете рады. Ну ладно, Сайфер, видимо, на насосной станции. Идем сюда, ну на фильтровальных насосах. А можем посмотреть в иллюминатор нормально? Ну, игра, ну такой шанс упускаете. А, ну еще налево что-то может быть. Сайрус налево, слева. Мне пока все нравится. Прям прикольно. Какие-то ботанические концепты или что? И обсерватория. А мы можем вниз спуститься? Вниз нельзя. А, это какие-то образцы. Вот, это... Чтоб тебя... Во. Так. Metropolitan Cyrus. Музыка. Hey, Sai. Oh, hey, Harold. What's going? How's up? Just doing my usual rounds. Trying to clean the fish and feed the filter station. Super nice. How are the fishies doing? They're swimming away. Looking good. But there's no food left in the fish feeding machine. Сейчас, давайте выполним вот эти первые квесты и все. I've been wondering if, given fish blood is such a good fertilizer, what does slow release phosphates and nitrogen, but we don't want to hurt fish. А как иначе-то? We could somehow synthesize the... Sai, that sounds very interesting, but what about the food for the fish themselves? Oh, yes, sorry, Brad. Didn't I restock the other night? Must have just thought about it. Now they're formulating Папа номер один. You make the fish food yourself? Oh, I do indeed. I'm working on a new recipe at the moment, in fact. I mean, can fish even taste? It's not just about taste, it's about nutrition. We want their gills to function optimally, don't we? And their pigments to express as vividly as possible, a bit like flowers. Sai. New fish food would be great. I'm Короче, sure такой увлекающийся right on чувак. it. Promise.
Yeah, I think I have a test batch. Yep, here. A little taster to keep them going. You should try some too. Замолить чаечка, ну вы поняли. I'll let you know what they think. Я люблю демки до конца проходить. Я не думаю, что она прям... ну все. Oh, did you see that? Was that fish real? Well, I'm not sure. I mean, even if it wasn't, their methods are getting way more sophisticated lately. Я потому что демка типа I закончилась. look forward to seeing what stunt they're going to pull next. Me too. А может закончилась, если это болтает, скажется. Do you remember their first messages? Yeah. Wasn't it something about Fedora not being able to take off being a conspiracy? Yes, on all those little flyers, handwritten too. What did that fish message mean, do you think? I guess something about exploring the planet? Didn't it say what's out here? Ooh, like they've hidden something? Maybe they think the ocean is a conspiracy too? Ну, ребята, мне нравится, не знаю, почему вас задушило, ну, может быть, это очень скучно смотреть. Так, хранитель света какой-то, это Сайрус, видимо. В общем, он у нас, видимо, ботаник, выращивает разные вещи. Просто постоянно рыбной ловлей заниматься, да, и каким-то собирательством под водой. Нужны же какие-то машины для этого, чтобы они работали. Наверное, все-таки, ну, выращивание, кроме добычи, еды, еще и выращивание, это вполне себе способ. Так, ну что, вернемся, покормим рыб, наверное, да? Хотя нет, нам на обратном пути покормим. Я надеюсь, что нам Гердас это сделает. Нас не пускают. О, щупальца, смотрите. Не, игра сделана очень прикольно. Здорово, Коматек, привет. Так, что у нас здесь? Киберпанк какой-то начался. Ну, кстати, ну это очень эстетично. Даже непонятно эти вот гостинг, эффект позади нашего персонажа. Он выглядит прикольно, смотрите. Да, он как бы какие-то блески, как будто... все прекратилось. Так, что за аппарат? Интерфейсы вот эти вот. Вот не сначала. Знаете, я не удивлен, что его все считают каким-то, не знаю, сгильдяем, потому что с такими интерфейсами, но я справился методом тыка научного. Clean as a whistle again. Не, фестиваль закончится, по-моему, уже завтра, кажется. Или в понедельник, я не помню. В понедельник у меня выходной, у нас Сагалган начался. Кстати, да, всех с праздником Белого месяца. Или, не знаю, с Восточным Новым годом, с Китайским Новым годом. Или с Лунным Новым годом, как хотите. В общем, всех с праздником. Это целый месяц, по факту, поэтому начинается только сегодня. И в понедельник у нас официальный в Бурятии выходной. Так что я постараюсь подрубить завтра, чтобы мне было комфортно, да. Может быть, потрублю в понедельник еще. То есть сейчас будут демки. Да, визуалы, вот эти вот тактильные всякие штуки, интерфейсы прикольные. Ну все, видимо, все, что нужно было сделать, это потыкать вот так. Ну, несложно, ладно, было несложно. Это что? Ой, он еще и проваливаться умеет. Это типа лестница. Ну, подождите, потестируем. Да, он может сходить. Отлично. Помните, в Ведьмаке в первом Геральт не умел прыгать, и нужно было постоянно оббегать даже минимальный какой-то порожек. Подожди, нет. Возможно, я что-то не то сделал. Или это и было, собственно, практически все, мы выполнили, да, миссию? Я просто не обратил внимания. Список дел. Ну все, да, мы выполнили. Блин, жалко, что нету завершенных дел. Ну-ка, здесь есть похожие символы где-то? Да нет, вроде бы. Что с космотос, как играть-то, блин? То есть я могу нажимать вот на тост, могу влево-вправо, ну, причем стрелками. Ладно, короче, заметьте.
Почистили мои фильтры. Очень странным способом. Там какой-то блок был, видите, красный заблокированный. Разблокировали. Я думаю, сейчас уже мы приедем на вот эту агору, и все. На этом демка закончится. Если нет, то можем сами закончить. Посмотрим. Да-да-да, Шана желаю. С Новым годом. Ну, бег. Нужен персонажу бег. Может быть, он есть, я, может быть, что-то не знаю. Подожди, стоп, что-то было с камерой. А, во. О, кайф, ребята, можно в иллюминатор смотреть немножечко. Если зажать оба курка, то он приближает. Прикольно. Так, может быть, есть еще что-то. Да, и бег есть. Ну все, ребята, это я же знаменитый игрок на геймпадах. Если зажать стик ходьбы и нажать X, он побежит. Да, бег был все это время. Ну все, это вроде бы все кнопки управления, потому что больше ничего не получается. Нет, это вообще не оба курка, а левый курок нужно просто. Но в этом режиме, это режим, чтобы просто осматриваться. Он в этом режиме не ходит и ничего не делает больше. Посмотрим, что это за образцы сейчас, может быть. Как сработает. Чего-то же это нужно. Ну, либо это контент на потом. С полчаса. Давай, Пусельган, привет. Когда ты издеваешься за свое мнение, нормально у тебя мнение, у меня такое же, ты вполне... Блин, завязывай и возвращайся в Телеграм. Хватит этим заниматься. Конечно, у тебя есть право на твое мнение. Никто не говорил обратного. Ни Матишу, ни тебе, никому бы это не было. Есть определенное мнение, которое на Твиче не приветствуется, поэтому мы должны это учитывать. И есть определенное мнение, которое в Телеграме... Не то чтобы... Не нужно просто тему. Не мнение, а темы, которые лучше не стоит затрагивать. И все. Гребаный кашель. Я вообще в четверг умирал просто на работе, я не знал, что делать. И сам это задница, что до этого несколько дней работы особо не было. И, все было спокойно. А в четверг прямо насыпало кучу задач. Да, нет, еще в среду началось. Я заболел где-то во вторник. Так, что? Okay, Herald Bot Diagnostic Report. Scanning. All tests completed satisfactorily. Enjoyment evaluation minimal. Energy levels depleted. Recharging Чё, пойдем в кафетерий чай пить? Next destination Agora Arcades. Окей. Странно, что они не сделали какую-то анимацию вот этих рыбок, что корм какой-то появляется в воде и они его едят. То есть как-то не хватает немножко импакта от наших действий. Покормили мы еще дальше. Кстати, это начнется игра. Да не, а чё? Я вернусь в Телеграм, там ничего для меня нет, кроме новостных постов и мнений, по которым иногда не совпадает, но зачем там сидеть, не вижу смысла. Хорошо, я рад, что ты хотя бы не отфоловился там, и тебе все еще интересно с нами хотя бы на трансляциях болтать. Так, погнали. Мы можем бежать. Мы будем сейчас за спидранем. Посмотрите, как он бежит. Я перекусил вот здесь, но он игра не дает этого. Он сказал, что он типа уровень энергии маленький. Hello again. Hey, Chris. Ticket not working. Mind if I watch the announcement with you? Well, be my guest. Not that I actually live here. Oh, it's starting. Не зря зашли. We chose the stars, not instead of the Earth, but because of it. We chose sacrifice and responsibility. Well, we didn't, I guess, but our ancestors did, and we wouldn't be here if they hadn't. Left, I mean. We'd be back on Earth, and where would that have got anyone? We may not have ever seen our home, tasted its air, or gazed across its boiling seas, but we remember it. And then we made a new home.
even if it wasn't quite what anyone had in mind. And one corporation over all others helped make that possible. All water. On that note, I'd like to introduce Madam CEO Brenna Castlechock. Представитель генерального директора компании Бренна Кассельчоп. Good day to you all. As you may know, I am Brenna Castlechock, the CEO of All Water Corporation. More importantly, I'm a citizen of the Fedora just like you. And it's my unmitigated pleasure today to show you what you're about to see. Так. Join me in reliving and celebrating the remarkable journey we've been on together, before we unveil the next step of that journey. Интересно, а мы пропустили бы это, если бы мы сразу двинулись на гору? Ха-ха, смотрите, как классно, они даже фотографии сделали. Ребята, это лучшая игра, мне кажется, на этом фестивале. Первая. Financed by the wealthiest countries, families, and private institutions such as the Schlipmeyer Foundation, as a gesture of global care for the human race. That ship journeyed for 200 years, это музыка. 5 generations, and sailed past Сразу захотелось вернуться в Atomic Heart. Making fascinating discoveries along the way, like the bacteria that are now responsible for our energy supply, or the mineral samples we took from planets along the way that allow us to build new materials. We had difficulties to deal with too, such as surprise asteroid fields, periods of hopelessness, and the unpleasant albeit brief alien infestation. And of course, 120 years after launch, our last message from our beloved Earth in its final moments. After 200 years, we finally arrived at our destination. 200 лет полета двигаться, Земля уничтожена. Find that the promising watery planet contained no habitable landmass and dense toxic gases in the atmosphere. Hardly the second Earth we had hoped for. It wasn't long into our new search that the solar winds came. Maybe our ancestors couldn't have possibly known, or maybe they could, that they would cause our ship to crash, just like Icarus, but with worse luck. Either way, we can be thankful for a soft landing and good waterproofing. Yes. Wasn't that a wild ride, huh? We've achieved so much aboard the Fedora, but we've never stopped thinking big. We had the idea to make sure we weren't missing out on anything going on outside. We're in a whole new galaxy, so we should be listening to see what the local news is. So we hatched a new plan. A state-of-the-art, deep space radio buoy capable of keeping itself afloat and slowly circumnavigating our watery new home while scanning for signals and interesting cosmic gossip. And, wait for it, yes, we're delighted to announce it's floating to the surface right now. That's right, the buoy will be in position in another few hours. Big congratulations and thanks to All Water for making this possible. I'm excited to see what we pick up. That was some announcement, huh? Sure, makes for some nice gossip. But I think they should fix the tube system or upgrade the TVs, eh? For this fancy boy drama, eh? Yeah, that'd be nice. What if there really is nothing else out there? Exactamundo. We should be focusing on inner space before outer, huh? Это очень хорошая мысль, ребят. Speaking of inner space, I hope the tickets are working again tomorrow. Que claro. At least I brought some homework to mark. Я так понимаю, один игровой день доступен. And you've got your trusty couch. Yep, we've gotten to know each other well. Okay, I'm gonna get some sleep. Buona notte, Chris. Buona notte, Harold. Так, ладно, buenas noches, как говорится. Появление обуи. Списная книжка, давайте глянем, как это выглядит. Сообщение. Подожди, а куда он? Пора спать. Торжественно объявляю, что настало время сладких снов. Как же неудобно, что моя кровать стоит прямо под лабораторией Мора. Она иногда так шумит по ночам. Подожди, так я же должен был съездить. Блин, походу я мог сказать... Это прикольно.
Блин, теперь захочется переиграть. Короче, скорее всего, можно было реально туда съездить, попасть в этот театр и там посмотреть вот это вот объявление. Возможно. Блин, я хочу перепройти. Но не на стриме, ладно, не будем вас томить. Давайте глянем, можно ли куда-то все-таки съездить через эту систему. И если нет, то ляжем спать и досмотрим. Я так думаю, что демка закончится на этом. Не, ну как вам вот этот ролик сейчас, который был? Не факт, Матья, что это именно... Так, нет, здесь были. А, его здесь уже нет, кстати. Музыка прикольная здесь такая. Уже лоу-фай такой играет. Блин, не знаю. Мне нравится, каким качеством эта игра сделана, с какой скрупулезностью. Но вот при этом с таким вниманием деталей они почему-то не сделали кормление рыбок именно наглядным. Ну ладно. Так, и не в ту сторону пошел, видимо. Да ё-моё. Так, это туалет. А надо подняться, по-моему, и потом налево. Вот так. Ага, вот, нас ограничили таким образом. Forward destinations are now offline for the night. Please return to your home station. Да. Water wishes you sweet dreams. Ясно. Короче, не дает нам дальше он никуда путешествовать. Комендантский час у них есть. Ну вот так они это ограничили. Окей. Побежим. Я не уверен, что это все куклы, которые засняты. Это вполне себе можно было имитировать. Такие игры уже есть. Но может быть все-таки это реально куклы. Я не знаю. Так, вот у нас, по-моему, сюда. Ну, блин, мне теперь интересно, что этот буй найдет. То есть они, короче, летели 200 лет к этой планете, и оказалось, что она непригодна для жизни на поверхности. И солнечный ветер, короче, внезапно налетевший, сбил их корабль, собственно, с орбиты, и они упали и приземлились в океан. И там основали эту колонию Федора. Ну, корабль так назывался, Федора-1. Ну, не, прикольно, не знаю. Вообще-то, я насколько знаю, какая-то полудетективная игра, но мы играем не за, в прямом смысле детектива, а за какого-то просто работягу, короче, инженера, который чуть неудачник. Это какой-то скуф просто. Ну, беготня, да, он прав. Но, блин, ты всего лишь покормил рыбок и почистил. Он недоволен своей жизнью. Чтобы с ним было, если он в школе работал. Возможно, он сидел в халате и смотрел телек. Рекламу по телеку. После падения. ПП, видимо. Видите, день 18251 после падения. ПП. Ну, вот, я не знаю, может быть, другое значение. Спать в обе очень удобно. Да, я, кстати, даже в носках не могу спать. У вас бывает такое, что мерзнут ноги, там, не знаю, вы спите в носках, типа? У меня не бывает. Ну, в смысле, я не буду спать в носках, даже супер холодно будет. What did you think of that announcement? It was quite fantastically self-aggrandizing. Yes, it did go on a bit. The boy seems cool, though. Indeed. I'm sure it'll make a great source of distraction. Now, if you're quite ready... Sure. Ready for what? I made a breakthrough discovery at the Arboretum last night. You remember the last batch of bloomy rocks? Oh, the really small ones from the last intake? The ones with the strange shapes and the little holes and... The blue ones, yes. Turns out their surface composition doesn't just give us clues about our immediate aquatic environs. I think they've picked up some influences from outer space as well. Take a look through the microscope. You'll see what I mean. Just remind me exactly how that thing works again. Harold, are you fooling me? This will be the last time I explain it to you, so for once, pay attention. You need to open the hatch first. Так, нас обучают. Ну, демка не такая уж короткая прям.
Now activate the switch next to the board to open the sample shelf. Вот он для чего был. Хорошо. Нормальное обучение. Мне нравится, что они еще подходят. И просто как бы в режиме разработчика, скажем, показывают вам просто инфу вкидывают, а они еще это как бы нарративно описывают немного. The rock you want is in the container on the lower right. You remember your left and right? Bring it to the microscope and insert it into the hatch. Помнишь, как это чуть лево-отправо. Блин, я знаю, как отличить лево от права, но я пропустил... вот сюда, в ящик засунуть. Все. Et voila! Check the microscope, and finally you'll see what I mean. Я просто не могу спать вообще в любой какой-то лишней одежде там. То есть ни майка, ни какая-то, не знаю, пижама. Это все что угодно. То есть мне вообще это... The one you're looking at now seems to have picked up radiation from our nearest sun. There's a particular mark for each time there's been a solar flare. I can only see one mark? That's the problem. There isn't enough of a recording on this one. I dated it to roughly 40 BC. So we need an older one. For... Exactly. Older ones, ideally. Although I doubt we'll have much luck catching more of them by chance. Oh, yes. We have to figure out when there's going to be a gap between flares. Солнце, короче, здесь неустабильное. A gap between solar storms is our only window for leaving this place. I need you to look into this, Harold. If anyone on board has an older rock, we need it procured. Okay. But if we're not going to be able to catch one, where am I supposed to start looking? You could start at Tommy's store. You and I both know that guy somehow gets hold of whatever those filter stations spit out, and then sells them at an outrageous markup. Good evening, Jean. Nice to see you, Bridget. Is the sample in the microscope? I'm really curious to inspect it. Yes, you definitely should. Hey. Hey, you're the professor's assistant, Jeremy, right? Yes, but no. I'm Harold Halibut. I interned in your section for about a year. Oh, goodness, you're a microwave boy. So, you do remember me. Yes, how could I forget that debacle? Actually, I've just met with your professor. Is everything okay? Not entirely, but I probably shouldn't be telling you. Okay, I'll... But I suppose if Moreau trusts you, I'm a bit worried about our ship's energy reserves. I thought I'd talk to your boss about it. She's the smartest person on board, isn't she? Reserves? Are we in some kind of trouble? Now I've said too much. Ask Moreau. Perhaps she'll tell you more. Okay. Не хочет говорить. Did you guys talk about the bloomy rocks at all? Moreau said I should maybe check with your husband. As a matter of fact, we did. As for my husband, you'll have to ask him, which is more than I've been able to do the past few days. Knowing that infuriating rock collection, I'm sure he'll find you something. Геолог, He's что a ли? sweetheart, really, you know? Go ask him. See you later. Bye, Richard. Пока, Ричард. Пофигу просто, как его зовут. So... Dare I ask, what is it? So, Bridget told me about some kind of energy shortage, and to ask you about it. Any idea what she meant? Yes, she mentioned she may have found a link between something in the water and our solar wind problem. It's speculative, and now isn't the time. That all? Давайте спросим так, чтобы... What needs doing again? Harold, use the PDA. Anything else on your mind? Oh, no, it's okay. I'll be off. Be good, Harold. Так, что у нас с PDA? Снова рисунок, обратите внимание, справа. Мора просит, а не просить, меня сходить в магазин Томми в аркадах Агоры и спросить, не остался ли у него закрыла старый синий камень. Давайте сходим, посмотрим локацию хотя бы.
Давайте не будем поспешно. Harold, when you see Cyrus, could you give him a message for me? Sure thing, Professor. Just ask him, how are the details coming along? Okay. I will ask him, but Yes, Не yes, доверяет I ему, know. не доверяет. I could ask him myself, but didn't you stop to wonder why I don't want to? I just did stop to wonder. It's complicated, okay? We go back a long way and don't always see eye to eye, especially on matters of categorization, nomenclature, and subsequent archiving methodology. Not that he ever saw fit to delineate his preferred... Don't mind me, Harold. I just mean... Cyrus has his stubborn phases, and I just can't talk to him when he's in one. Okay, say no more. Your message is safe with me. Actually, Harold... No, it's okay. Nothing. Run along now. Блин, не, ну мне очень нравится игра. Ну, мы до Сайруса не пойдем, хотя он недалеко. Мы сходим на гору сразу. Хотя, может быть, до Сайруса, я уже не помню, куда нам. Не, ладно. Мы там у него уже были, вы это видели все, так что... У меня такой предбанник есть на станции, перед тем, как войти. Такая более уютно обставленная зона. Destination selected. Have a pleasant journey and a fantastic day. Ну, насчет, Пустельган, насчет того, что, ну, не твой жанр. Я тоже не особо любитель вот именно такого геймплея. Harold, good timing. You can explain things to the Major, can't you? Harold, come here and explain things. And yourself. Major, I'm just passing through. I really don't know what this is about. Hi, Felix. So you're not here to make excuses for this diminutive delinquent? Hey, I'm not diminutive. I've just got longer to live than you. And Harold, tell him about our plan. Harold! I thought I told you to stay out of trouble. I should have known you'd be wrapped up in this. I'm not in trouble. Блин. There is no plan. Are you questioning my authority and/or organizational merit? What? No, Major. If I find out you're a bad influence on young Felix here... Подставил нас. Major. Whatever Felix did, I'm sure it was meant innocently. And how would you know about that? Unless you're in league with him. I mean, if you just relax. Relax? Harold, you're really starting to tweak my beak. But what did Felix do anyway? Utterly unconcerned for his own safety, no respect for authority, wanton disregard. Anyway, Major, under whose jurisdiction is Harold in trouble? Mine! I'm the law here. Felix, will you be a witness to Синдром, this? синдром вахтера у мужика, я And понял. can you testify to Harold's involvement? Only if he's willing to testify to mine. Harold, tell the truth now. It'll be easier in the long run. I haven't witnessed anything to testify. Damn it! Then the case is in danger Тело of falling рассыпается на apart. глазах. I'm sure Felix's parents will deal with this. Good point. They should really be present while you question me, Major. I'm only a minor. Don't you throw the book at me, son. Where are they anyway? I don't know. And good luck finding them. Oh, Felix, have you lost them? Harold, leave this to the professionals. Felix, do you mean to tell me you've neglected to file a missing person or persons report? Shouldn't we look for them? Don't change the subject. But, Major, what is the subject? That's right, Harold. Know your rights. If, and I mean if, you're acting as some kind of heroic big brother figure to this young Он man, просто троллит I этого expect you чувака. to be a positive influence. There's no... Come on, spit it out, man. Just leave me alone, Sandstrom. I've got fish to feed. Okay, Harold, but your fish won't save you if I catch you red-handed. Now, Felix. Феликс свалил уже. Oh no. Felix? Harold, you've lost him. Ага, конечно. Я понял. У чувака тупо синдром вахтера. Он здесь закон, но если что-то кто-то косячил, то это не он виноват. Just sleepies. Что такое?
Это клоны или что? Почему они всегда одинаковые? Hello, Mr. Secretary. 8, right? А, может, I'm это робот, afraid реально? not. You must be thinking of my brother, Secretary 8. Or Secretary 24, of course. Oh, sorry. I always get that mixed up. Мы виделись когда There 14. are just 3 of you, right? Well, now, 3 of us work for Allwater, yes. Oh, so there's another who doesn't? Yes, Secretary 8 is the man to ask about that. He Подождите. remembers it all much better than I do. Remembers? Okay. Может, Sounds это 24 из serious. 14 Anyway, перепутал? I'm neglecting my post. Welcome to the Agora Arcades. Would you like to partake in the monthly all-water raffle bonanza? Oh, sure. Будем в Wait, лотерее участвовать? Is it free to enter? Certainly. The raffle is a generous gesture of frivolity from all. Ясно, мы ничего не выиграем, значит, если бесплатно, а только вода. What are the prizes? Well, there's a long list of luxuries, a plethora of pleasurable prizes. The full list can be perused at your leisure on the Allwater Public Access Forum. Он кайфует тупо. Okay, I'm ready. Ну, I'll just spin her up. Drum roll, please. And... Looks like you were unlucky this time, but that's life. Try again next month. ясно. Гребаный рот этого казино. Да. Можно с тобой еще поговорить? Нет, видимо. Блин, я представлял, что эта локация будет более... О, сезончик используется, прикольно. Вот куда весь FPS ушел. О, только это сказал. А, нет, то... Как обычно, я не могу дотерпеть. Что у меня за проблема вечно с терпением? Только я сказал, что я представлял какую-то большую... Ну, Агора, это же площадь, да? Я представлял какую-то большую площадь, такую, и там куча локаций, мини-локаций, типа вот магазинчики, там еще что-то. И вот оно. Так, ну что? Давайте просто глянем, да? Небольшой обзор текстур, моделей и так далее. Так, вот Слипис у нас... Это, видимо, одежда для, для зимних видов спорта, при том, что они под водой находятся. Гертрудис Бир Зон. У нас есть пив-бар. Давайте пивко купим. У нас еще есть деньги на пиво. Очень Homeworld, да, и ты. What do you think about the announcement then? I think it sounds exciting, Alon. You think everything sounds exciting? Well, that new boy thing and all. Новый Might give us буй. something new to natter about. A new boys team? What's it gonna pick up anyway? Alien radio drama? Not sure, Alon. Maybe we'll get some fancy pictures. Seems to me be more interesting to go sideways than back up top. Видите, общество настолько изолировано, что им скучно, и они... Right you are, Zim. Какой-то просто With all this буй, sitting который around непонятно для nattering чего with you. выкинули. Это целый предмет для обсуждений. Так. Так. Hey, Tommy. I don't suppose you'll be back in the shop soon? А, вот он. Or, I mean, I can come back later? Oh no, what do you У need? него что-то с женой не ладится. It's just that the professor and I need some sea rocks. I mean, filter rocks from older times that have come from the filters, and I feel like you might have one? Shh, quiet. Don't be mentioning Filter Frankie. You know that every piece of my inventory is legally obtained or legally found, right? Right, sure. That's why I'm here. To legally acquire an item of yours that you may have. Okay, look and listen here, Longy Long Pants. I shut the store for a reason, you know? Oh man, I'm sorry. I didn't mean to call you Longy Long Pants just then. You sure you don't want me to come back another time? It's fine. I'm just feeling sorry for myself. I've got this gut feeling that my beautiful angel wife don't care about me no more. Oh. No, I know I'm oversharing again. Tommy, you gotta stop oversharing. Look, kid, either way, I'm not gonna be of any help to you today. Ah, if you're sure. Yeah, you just caught me on a blue note, that's all. She's been spending so much time with that beautiful chunk of marble. You know, the guy in the silk robe and the flowing locks?
Ясно. В общем, сегодня нам и пивка нам тоже не нальют. Ну что за жизнь вообще? Рука могла бы и пиво налить нам. Эх, ладно. Ну, на это давайте заканчивать с этой демкой, потому что я думаю, что каких-то новых прям механик нам здесь особо не покажут, да и скоро закончится, наверное, демка. Давайте просто пробежимся, посмотрим, что здесь есть. Помните, это все вода. Корпорация, все вода. Это что, статуя Посейдона или чего? Выглядит специфически. Статуя Пепе. Не так ли они? О. Может, ты нам дашь что-нибудь? Hello. Yeah, man. Welcome to the fish hut. Sample a homegrown fedora fish or a freshwater catch of the day. What's the catch of the day today? Today, we have the great spotted super grouper. Sounds tasty. Just out of interest, is that a native fish? Hard to tell, man. You know, a few of the ship's fish escaped during the crash. So we don't know if they thrive in the ocean or even intermingle with native species. But we can guarantee that fresh super grouper taste you know and love. Игра. Ну ладно, игра решила, что черный экран. Возможно, у меня сейчас отвал видеокарты, но нет. О, помогло. Смена экрана на датапад. Так а поесть-то дашь все-таки или нет? Hello again. You know where we are. Ясно. Музыка прикольная. Coming soon. Ну, возможно, реально в полной версии игры что-то появится, или она появится не сразу. Люблю такие детали тоже. Типа, что если локация напишет, что откроется магазин, то он там потом реально откроется. О, Potions, Potion and Magic. Туда зайти нельзя, к сожалению. General Store. Видимо, если бы подошли, мы бы сказал, что... О! Star Citizen вышел в вашей вселенной через 200 лет. Доппельдекер 3. А как играть? Не, я хочу поиграть в Доппельдекер. Почему выход? Короче, в демке, видимо, еще игры не реализованы. Во, ну концерт коин. А монеток у нас нету? О, нет. Star Citizen вышел, ребята, в их вселенной. Это подводный Star Citizen, это сабнафтика. Вот, а выиграли не Homeworld. А что это, по-вашему? Как же он летает. Я знаменитый пилот во всей галактике. Ладно, ребята. А можно с ним поговорить? О, можно. Oh, hey, Rafi. Is everything okay? The tube route to the school in the social district is out. Oh, right. Makes sense. Annoying. That's not what's annoying. Oh? Kids. Everywhere. All the time. No school means no peace. They're just hanging around, taking up space, playing all the arcades. Oh dear. But isn't that what this place is for? Kinda? Вот. Oh, I see. Good luck. Ну, типа не подохнуть ему даже. Что ты? Отошли от фаната. The name is Eve, not there. Oh, sorry, Eve. Can I help you, mister? No, just came to visit Rafi. What you playing? Oh, some game.
I'd rather be reading, but here we are. What do you like to read? Anything really, you know. At the moment, hegemony and the pan-liberalism agenda of agnostic psychopolitic, mostly. That's... Это отличная книга, кстати, рекомендую. Yes. Say, did you know Captain at Large Baronhout holds the high score in this game? No. That's cool. I always wondered what those initials at the top of the leaderboard meant. Yeah. Well, see ya. Ну да, видите, настолько скучно, что даже заместили капитана, исполняющего капитана, обязанности капитана. Hey, Eve, приходится. Do you know Rafi well? Not really. We have a mutual toleration understanding. That sounds, nice. Do they have many of those? No, that's a pretty rare privilege. You gotta respect their boundaries, you know? Так и не понял, видимо, все-таки да, они не бесплатные. Игры. А выход вот здесь у нас. Ну, в целом очень прикольная игра. Еще какие-то люди. Какая-то сцена. А, видимо, вот на этой... То есть театра никакого и нету. Это вот сцена на открытом воздухе, скажем так. Все, больше здесь никуда не пойти. Ну, окей. Ладно. Я так думаю, что игра еще не готова. Ну, и это все, что у них есть, плюс-минус. В плане реализованных локаций, поэтому так оно и есть. Вот. Ладно. Давайте заканчивать с этим. В целом, мне очень понравилась игра. Вы, наверное, поняли уже. Ну, 54 гигабайта, я не знаю. Видимо, все эти текстуры ткани, ну, кстати, он не одежда же, она прям вот выглядит как ткань. Анимации, озвученные диалоги. Ну, видимо, оно так много сжрет, я не знаю. Ну, плюс еще физика есть, там, вот эти все дела. Так, геймпад выключим пока. В общем, Харрет Халибут, я ее точно добавлю в избранные. Ну, в смысле, в желательно список желаемых. Дата выхода в этом году. Давайте глянем ролик по обычаю. Это новый, вот нам показывает станцию снаружи. Even if one of those little worlds looks barren and uninhabitable from the outside, не, у них есть еще и всякие. Usually when you make contact with it, you'll find plenty of life and laughter there. Hello again, my alien fish bud. How are you doing? Too bad you can't tell me. Were you? I quite wondered if maybe you'd take Harold with you. Me? To the cave? Yes, to investigate the source of the particles. Humans are so unpredictable and ребята. There is almost nothing to understand. Да, согласен. Я не понял, зачем называть в честь главного героя, если у него такое просто, просто имя и все. Да, но забавное, но не более того. You may commence stage D as discussed. Не, у них игра готова уже, я был неправ. Да, кораблем или чем-то таким. Видимо, не хотелось им подводную тематику именно использовать название, типа там, как вот Under the Waves есть игра. Помните, тоже очень классная. Мне кажется, это прямо полноценное приключение, посмотрите, как классно. Они вылили какого-то инопланетянина местного. Кажется, что здесь разумная жизнь прям находится. Все. By the way, he's saying he's a human. Вот чего, кстати, еще не пойму, почему они... Помните, это синее меню с белыми просто рамками? Почему бы не сделать вот так его? Просто это акварельные пятна. Вот это же заливка, да, этот фон гораздо лучше выглядит, чем то, что в игре они сделали. Ну ладно, это я... Это что? Это я уже придираюсь. Ладно. Вернули старые добрые стримы демо, когда я болею и с таким голосом, с кашлем. Помните? Постоянно. Ладно, я ее, наверное, оставлю. Да, хоть она весит 50 гигов, я не знаю, что будет на релизе, мне кажется. Так. Где ты?
54 гигабайта весит демочка. Возможно, она реально большая просто. Наверное, там очень... Там, наверное, как раз дойдет до момента, когда мы этого инопланетянина выловим. Видимо, так. Так не умеет. Так. Что дальше? Homeworld. Дальше у нас. Мне просто интересно, можно ли вот этот спектакль встретить на этой площади, а не посмотреть его на телеке. Ну, спектакль, в смысле, объявление, я имею в виду, про буй. Дальше. Homeworld. Я его должен был скачать. Но не уверен, кстати. Чел. Погнали. Не кстати, скачал Штормгейт, весит всего 4 гигабайта, сыграл 2 партии, одну выиграл. А как тебе? В смысле, там против ботов или против людей? Индика... Ну, я наслышан, да. Это такой скрытый гем, который вроде как не было слышно до этого фестиваля. И внезапно вот игра во всех новостях. И вот жалко, что Халибут тоже никому не известен, потому что мне очень понравился эта демка. Сделан интересный, качественный. Прям сюжет какой-то есть. Какой-то мир самобытный. Давай глянем. Только там на английском все, ничего не поймем. Я особенно смотрю. Так. Понял. Отлично. Ну, я Штормгейт не скачал кардинолог. Мне кажется, по-моему, я его не скачал. Значит, надо глянуть. Это загрузка такая специфическая. Нажать надо что-то. Главное, тишина, музыку-то можно включить? И все, мой компьютер не вывозит уже игры. Ну да, что-то не то. Да, она зависла. Так, Торм. Что это? Я не скачал Штормгейт. Я скачаю его потом. Просто я подумал, что, ну, блин, ну, то стратежка, РТС-ка и что. Ну, то есть, некоторые... Я не скачивал, допустим, еще, типа, аналог цивилизации, забыл, как называется, там, Миллениум или что-то такое. Ну, типа, окей. Что интересного прямо в цивилизации? Ну, поиграйте в цивилизацию. Игр похожих, может быть, не так много, но... Или, может, я скачал ее, набрал вам. Нет, нету. Storm, да? Storm... Да, видимо, я Штормгейт не скачал. Ну ладно. Пробуем заново. Ну не, вы чё? Сколько таких вот анимаций у тебя ушло на то, чтобы игра запустилась, Нарутман? Вот сейчас я ничего не трогаю, просто запустил ее, то есть не меняю фокуса, ничего не делаю. Ну, я не особо любитель вот этих, ну,
Короче, я тормоз просто. Я не люблю вот эти все быстрые бинды, клавиш, там, определенные алгоритмы по развитию там и так далее, чтобы это все в ускоренном темпе. Я тугодум, я люблю медленно поразвиваться, уйти в оборону там, короче, и так далее. Такой у меня стиль игры в стратегии. А он, как правило, проигрышный. Понял. Знаешь что? Я ее установил не на SSD, скорее всего. Я так думаю, что проблема в этом. Видите ли, игры-то я хотел много посмотреть. И, честно сказать, на Homeworld я особо не надеялся. В смысле, не собирался ее долго смотреть. Просто потому, что, ну, как бы, это такая игра довольно ожидаемая, всем известная. И это инди только... Да, видите, она не на SSD-диске. Ей, возможно, нужен именно SSD. Так что, я думаю, просто надо подождать. Во, все. Вот она, разгадка-то. Сейчас вообще любые игры на SSD надо ставить, но тем не менее. Это прикольно. Да господи, я же все равно хочу в это поиграть. Я не буду читать это дерьмо. Так, компания. Игарийский флот. Материнский корабль 01, приемщик ресурс 01, истребитель 01. Окей. Столько гаммы. Пример перевода, на этом перевод закончился. Ну, вам будет и так темно, поэтому я не буду сильно темнить. Вообще нужно где-то вот на 2, но вам сделаю на 2,4, наверное. 5. Ну, прикольные настройки, кстати. Включить пока субтитров. Да, и что? Ну, по-моему, современный, наверное. Ну вот, честно говоря, я бы вот это выбрал, но ладно. Или здесь не будет работать, типа ракурс настройки, не знаю, ладно. Так, ну он поставится на максимум, ладно. Сначала ролик. Понял. Смотрим. История Homeworld, ребят. Я не играл в эту серию. Она мимо меня прошла когда-то. Наверное, слышал. The barren desert planet of Karak. Эта игра есть у меня. To a resilient but divided people, known as the Kushan. They fought over resources under a burning sun for thousands of years. Так, Дюна пошла. Everything changed when Rachel Sajet discovered something buried deep beneath the unforgiving sands. An ancient technology that would allow the Kushan to escape their dying world. A hyperspace core. А чья это была технология? And with it, a map that pointed the way to the true home of the Kushan, Igara. Понял. The Kushan put aside their differences and for 100 years worked together to construct a grand mothership.
that could transport Что-то не 600,000 так уж много Kushan to Higgara. космической меркам. Ну, космической фантастики по меркам. Karen Sajet, Rachel's descendant, volunteered to be bound, body and mind, to the mothership. Понял. And Чей become голос its будет navigator and fleet в commander. интерфейсе? But the efforts of the Kushan did not go unnoticed. The Taidan Empire, a powerful enemy who had exiled the Kushan to Carrick 4,000 years ago, took swift and devastating action. While Carrick burned, Karen rescued all that remained of her people. But instead of fleeing into the dark, Karen turned the mothership into the tip of a spear aimed directly at Higgara. In the war that ensued thereafter, Karen's fleet emerged victorious. The Taidan Empire was shattered, and the Kushan reclaimed their homeworld, becoming Higgarans once more. Она не привязана прямо. Ну, в смысле, привязана, но не статично. Karen learned of the existence of two others. The first of these was gifted to Karen by the Bentusi, an ancient race who called no planet home and lived only among the stars. The final core was won by Karen upon defeating the Vaegir, a vicious foe who sought to control the cores at any cost. Karen united all three cores aboard the legendary progenitor mothership Sajuk. And in doing so, unlocked a vast hyperspace gate network, enabling interstellar travel for all. Trade and culture spread effortlessly between the stars. Population centers grew in places previously inaccessible, and the galaxy was united in peace. Thus began the Age of Sajet. Жесть. But deep in the outer rim lurked a region of space from which no ship ever returned. It became known as the Anomaly. Gates in this area were erratic, dangerous. Thousands of lives were lost. Eventually, these gates went completely dark, and the anomaly spread. Karen Sajet, aboard a new mothership called the Kar Sajuk, was sent to find the source of the anomaly and stop it. She never returned. 20 years later, the burden falls to Karen's protege, Imogen Sajet. Окей. То есть у нас разведывательно-спасательная миссия, или типа того. Помогать мы не будем. Ученик. Я так чувствую, меня что-то уже кроет, поэтому, наверное, эту демку посмотрим и все. На сегодня. Завтра стрим будет, напоминаю, еще один. Ну, по крайней мере, я планирую, что завтра еще будет стрим. Может быть, нет. Но если не завтра, то в понедельник вечерком. Так. Это она типа из варпа так вышло. Странно, конечно, было. Окей. Мне нравится музыка. Мне нравится, как с визуальной точки зрения выглядит космос. Да я уже понял, спасибо. Мне нравится дальность прорисовки еще. Знаете, вот, то есть там какие-то станции, корабли видно, которые летят. Ну да я могу, потому что здесь ну нет, там есть небольшой пузырь, который я выйти не могу возле материнского корабля, видимо. Так, чё? Кнопка и что?
А, вот так. Жмякнул пробел и чё? Лагает? У меня оно довольно плавно, у вас что? Вроде плюс-минус одинаково. Давай я выключу просмотр здесь тогда. Так, всегда ничего вообще. Да, что-то лагает. Лагает, да. У меня вообще все жесть какая. Ну, я боюсь, надо на SSD было ставить игру. У меня все, у меня система повисла. Слаки. Ну что вы думаете, система прерывания 100% в Home World, короче, да, все сжирается просто. Небольшой, мне кажется, большой. Вполне себе. Если я браузер вырублю и выключу предпросмотр в OBS, это немножко должно сгрузить. Так, все. Но это не помогло. Так, теперь я не вижу вообще, что происходит на стриме. Это вы скажите, насколько сильно лагает камера, вебка лагает, не лагает. Максимальное приближение, конечно, графика не прям поражает. Как выше, ниже-то пробел не работает почему-то. Ну окей, нормально. Типа тут масштаб игры такой, что, мне кажется, это не нужно, чтобы было более детально. Либо, возможно, у меня комп не тянет, как обычно. Сейчас лагает, да? При приближении. Если графику убрать минимум. Не, ну на минимум-то и точно... А, QE, да? And now, rotate your view to look at the friendly carrier. Next is moving your view. Attempt this now. QE, да. Еще можно повышать скорость движения камеры. Ну, удобно. Move your view to closely view the nearby asteroid bay. Так, астероидное что-то. Какой-то маяк. А, астероидная станция. Finally, adjust the height of your view to gain or reduce elevation in the mission area. Да, управление мне нравится. Attempt to gain a close view of the allied carrier above now. The zoom command can accomplish the same task, albeit more easily. Try this now. Ох, я внутрь могу залезть, смотрите. Всем роботы управляют, или там нет людей внутри. Власти скрывают, но внутри корабля ничего нет. Ну окей. Дизайн просто очень классный. Не хочу материться на стриме. Дизайн кораблей кайф просто. Нажмите Backspace, чтобы выбрать активное производство предпочтительного корабль. Нажмите все. А вот это уже, конечно, да. Я уже забыл. Так. This is command. Сложно, непонятно. Каркушан. Как нам и говорили, собственно. Я же нажал. Лагает сейчас или нет? The sensors manager is critical for quickly surveying the entire mission area all at once. Good. The direction of critical positions in the mission area will be shown on the sensors gyro.
Окей, ничего не понял, но... Гироскоп да гироскоп. This second marker points towards objectives and related points of interest. Finally, the last marker indicates the direction of any combat events currently underway. The Sensors Manager allows you to see the positions of the fleet, as well as their line of sight. Orders can also be issued from this view. All units have a sensors range, their effective sighting radius as a sphere around them. Units outside this range are usually undetectable, and these areas are the dark fields of the Sensors Manager. All units have differing sensors range. Spreading ships out, or building units that specialize in high sensor range, can provide crucial information on enemy positions. Resources are highlighted with triangular points of interest. Exit the Sensors Manager to continue. Так что продолжить выйдем на пробел. At any time, a tactical pause can be issued. Use this to your advantage to plan or issue orders. Давайте посмотрим с настройками что-нибудь. Так, давайте все на высокое поставим. Стало ли лучше? Тактическая пауза здесь, все, мне больше ничего не нужно. Initiate and then cancel a tactical pause now. Note that while paused, units cannot react to orders. Likewise, objectives cannot be completed. Ну летим куда-то, почему двигатели постоянно работают? Speed can be reduced by intervals of 25% using the dedicated command. Try this now. Before beginning operations, we will focus on the mothership. This can be done with a dedicated command to enter a focused view. Try this now. Attention. Ну и чё? Правый Alt плюс F, что вообще? Колесо мыши. Всё. When ships have been focused on, your view will be set to orbit around the subject. Attempt to orbit your view around the mothership with it in focus. А, вот так теперь. Я не понял. Mothership. Вот я ткнул, и он... А, вот, подожди. Я среднюю кнопку мыши нажал, а дальше-то что? Я думаю, будет вокруг ее как бы облетать, а он что-то невнятное делает. Либо я что-то не понимаю. Не, подожди, вот я выбрал его. Я на нем сфокусировался. А, надо нажать тут вот как там? Блин, F что ли? Или что там? Колесо F? Нет.
Да, правую кнопку. Ё-моё, пробел, конечно, не надо нажимать это. Так, что сказал-то? Я вижу винтовку корабля материнского. И что? Я же приближаю. В чем проблема? Область обзора обязана крупным объектом. Можно увеличить и уменьшить. Попробуйте. Колесо опять что? Нет, ну. Operations. Затуп на миллион лет. Вот, я же сфокусировался на корабле. Измените масштаб камеры при фокусировании. Ну вот я изменяю, разве нет? А сколько нужно? Я же не могу зажимать колесо, одновременно его крутить. Ну что за... Масштаб изображения вот же. Или лагает из-за... Почему только сейчас масштаб изображения вылез? This is command. Так. Да. Всё. Лагает что-то она. Она не сразу появилась. Может, демка, проблема демки. Для ручного выбора корабля нужно щелкнуть, понятно. Ясно, стандартная стратегия. Понял стратегию. Send your message. Not all ships are combat vessels, but each class of ship has a unique role, function, and set of abilities. The mothership is a slow but well-armored shipyard, capable of fending off rudimentary threats on its own. The resource controller's resource ability is used to harvest resource units, RUs, primarily from resource patches found in asteroids or structural debris. With the resource controller selected, begin a resource operation. These RUs will be used in further ship production and research. Additional resource controllers allow the collection of RUs from multiple resource sites at the same time. Resource controllers are unarmed and should be protected. То есть можно направить, а можно автоматически нажать Q, и он будет сам справиться. And in some circumstances, even capturing enemy ships. Growing the fleet is essential for every operation. Open the Build and Research Command interface to begin unit production. In some instances, technology must be researched before production can begin. Recon strike craft are now available. Research in order to produce a small contingent of ships for the... Исследуем разведчика. Now that the technology is available, the fleet can be reinforced.
Надо, конечно, привыкать. And carriers specialize in unit production. Larger or more powerful ships take longer to build, as well as more resources. If the fleet runs out of resources, production will stall during its creation. Сколько нужно-то? We'll need a contingent of recon strike craft. Send message. Да ё. Как же неудобно на Киеве. Ну, сила привычки, конечно. Выглядеть да ё, какая же резкая камера. Че я научусь, рано или поздно. Вот такой прикольный. Recon strike craft can be constructed through the build and research interface. Да я строю, сколько вам надо? Update for you. Target site is locked in and looking great. Expect materials uptick shortly. Go. Ведущий, да, видимо, еще есть. То есть, Military units can be selected for orders like non-military ones, but all military units can be selected at once through the dedicated command. Try this now. Receiving. F4 все боевые Move the корабли. contingent of recon ships to the marked point to scout beyond our position. Okay. Our units can take advantage of terrain as a shield against oncoming threats. During combat, pilots will attempt to take advantage of whatever cover is nearby, but giving them path directions that take advantage of cover can be paramount to mission success. We're on the move. Летели. Units can also be directed to positions out in open space. Move complete. Coordinates locked in. Move the recon strike craft to the designated location. Attention, hostile presence detected ahead. Чтобы атаковать одну из нескольких важных целей, выбить корабль, способный атаковать, нажмите и жмите Ctrl левый. Direct our units to engage the hostile presence. Так, Ctrl зажать. Receiving. Go with message. Recon here. Push your targets. Full burn. Flight coming in. Send figures. Carcassonne DC copies. Approach clear. Engage SLS as needed. Adjusting. Roll out and re-engage. Окей, вот какой-то противник. Да, мои разведчики полетели. Я буду всегда нажимать пробел.
Еще раз нажимаем F4. Priority alert. Strikecraft suffering heavy losses. Ready. Lock it up. О, наконец-то. Check target. Close range. Instruct Strikecraft to attack an enemy as you would to move to a position. Где мои орлы летят? И летят вообще? Увидеть эпичное сражение в космосе. Да я не знаю, как я стыковку ткнул. Полетели. Эй, но он не стреляет в ответ даже. Думал, что он сложился. А, он взорвался. А, корабль подбили один. У нас один подбитый. Вы будете летать, разведчики? Watch your break. Lock it up. Systems failing. Такие же, как у нас разведчики, по сути дела. Не, я выделил. Это странно, кстати, что надо выделять так вот, но... Это Звездные войны какие-то. Еще бы они попадали наши. Не, понятно, но просто... А, ну... Не быстро это дело. Зато астероиды как кайфово, вообще жесть. Реально очень качественно. Наконец-то. 10 кораблей не могут 3 уничтожить. Start a new formation. Formations change how ships align themselves in relation to one another. Formations can affect grouping, ability to focus fire damage, and even vulnerability to certain weapon types. Куда полетели-то, алло? In addition to placing units in formation, behavior can be fine-tuned through stances. Вот эти выстроились, а эти куда полетели? Stance influences many factors, including unit formations, attack patterns, and cover usage. Мало что-то с искусственным интеллектом у них, походу, или что? То есть вот куда эти полетели, ребята? Я же его не отправлял. Может быть, я нажал ничего, что-то не так. F4. Alright, ladies and gents, you know the drill. Can't shake him. Allied ships inbound. И? Что я косякнул? Так, союзники прилетели, отлично. Мы явно не вывозим здесь. Окей, прикольно. Ну все уже. Transferring command of the Allied interceptor strikecraft to you now. Ready to copy. Your ships have suffered casualties.
Replace and reinforce the fleet as resources become available. Units can be quickly repaired by sending them to dock with either the mothership or a carrier. Dock with the carrier now. Так разведчик не отличается от перехватчика? Мне кажется, отличается. Ready to copy. Send message. Ready to copy. Destination confirmed. Да вы полетели, а? Send message. Coordinates locked in. Go. Interceptor on station. Destination confirmed. Requesting dock. В общем, они немножко отличаются, ладно. Они уже состыковались без меня. Игра играет сама в себя, я понял. As mentioned prior, carriers can also build units. Switch to the newly transferred carrier in the build menu to begin unit production from it. To bolster our fleet, build additional interceptors from the carrier now. Attention. Ready to copy. Значит, есть вот такой авианосец. Fleet, recon lead. We're on station. Так, 15 построим. While carriers can't build capital ships, they're more mobile than the mothership and can quickly reposition themselves across a battlefield. Так, материнский там корабль. Ну, слушай, интересная игра, интересная, да. Но с оконным управлением надо, конечно, разбираться еще. Так, 11 много, нам надо было несколько всего. Ну ладно, пофиг. Наверное, пофиг. New abilities for units can also be researched, which will give units extra utility or an edge in battle. Researching the ability upgrade for interceptors. Command, carrier on location. Send message. Reposition. Check screens. Так, ладно, что от меня хотят, я вот не очень понимаю. А, вот, улучшить все. Перегрузка. Да, привыкнуть, конечно, жду. Еще 6 степеней свободы, скажем так. Сложновато. Send transmission. Coordinates locked in. Go for Eden. Fleet, interceptor lead. In position and standing by. Copied your last. Got it.
Move complete. Once researched, the technology is made available for all units it applies to. Окей, выбираем вот так, выбираем перехватчиков. And must receive direct orders. Вот перегрузка, With все. good timing, this can turn the tide of an operation. Понял. Newly researched ability now. DC, Interceptor. On approach, please advise. Good. The ability will be active for a short period of time before going on cooldown. Using unit abilities frequently will give you an advantage in battle. The next location will allow units to take advantage of the tunnel to navigate, shielding them in the event of oncoming fire. Direct the contingent to the target position. Так, новое здание было. Receiving. Coordinates confirmed. Green line confirmed. Тоннель. Нереально полетят в нем? Офигенная детализация. Location secured. No hostiles detected. Да, нереально полетели сквозь туннель. Ships to the designated area above to gain cover and a vantage point. Copy. On our way. Send transmission. Move the strike craft to the new location. Interceptor reads. Copy. On our way. The new location is located above our present locale. Coming around. Hostiles are intercepting a friendly carrier. We must provide aid. Attack the enemies now. Pushing into SO. Moving to intercept. Торпедный фрегат. Надо в первую очередь его, мне кажется. Systems go. Send. Frigate in attack range. Engaging. Receiving. Так, включили перегрузку. We have contact. Все. Enemy frigate. Break. Frigate destroyed. I have launch scopes. Pull around. Frigate in attack range. Engaging. The combat effectiveness of an engagement force is often directly proportional to its ship composition, size, and ability to focus fire on an enemy. Cannon fire and missiles travel through real space and will collide with obstacles. Positioning ships behind large objects or behind other larger ships, such as the mothership, can significantly blunt the effect of certain enemy assaults. Combat operation successful. Понял, то есть маневрировать. We have now practiced all the techniques necessary for our main operations.
You may exit basic combat training, or remain for instructions on more advanced operations. Ох. Advanced tutorial. Ну давайте попробуем. Orders, such as movement directives, can be Засыпаю уже. Ships will carry out these orders in sequence. Давай, спокойной ночи, Джексон. Спасибо, что был на стриме. Надеюсь, было не сильно уныло. Добавьте в очередь не менее 3 приказов. Так. Ну, летим сюда. Нет, не летим. Это же стандартная очередь. Вот Shift зажимаю. Раз, два. Чё? Attempt to queue several movement orders from one unit or a group of them. На левую, да? Я понял. То есть лететь сюда. Блин. Receiving. Understood. Moving now. Нет, что-то не дается мне пока. DC, command. Interceptors are stacked and ready. Да, давайте за сегодня закончим. Сейчас я пройду вот это, посмотрю это advanced обучение и потом закончим сегодня. Завтра продолжим, но я думаю, не с Homeworld уже. Там есть какие-то миссии стартовые интересные или нет? Ну, то есть какие-то не очень продолжительные. Ну, как, вот эстетика мне очень нравится здесь. Так, смотрите, берем мы всю команду, отправляем их вот сюда. Как мне низко это сделать? Я Shift. Так, чтобы отдать приказ любому кораблю, воспользуйтесь кнопкой умения или нажмите правую кнопку на цели. Хорошо. Before the select... Так. Я понял. Но он не дает мне, он... Цепочку не могу сделать. Вот левый shift нажимаю. Move complete. Interceptor holding. Finally, friendly ships can be assigned to a group for quick reference in and across the battlefield. Ну, понял, короче, это не такое уж прям интересное обучение. Ну, тактические группы. Сделаем F4, выберем вот этих, это будет первая группа. F4 и разведчики будут вторая группа. Все, теперь я могу выбирать. Вот это уже интересно. Мины можно ставить. Корабль закладывать мины. Lay mines using any pattern. DC flight, on your call. Я так и не понял, как камеру приближать, я думаю, двойным кликом, но нет. Understood. Go for carrier control. Mine layer here. It takes time to lay mines. If a ship laying mines is interrupted at any point, any existing mines will be active, but the shape may not have full coverage. Ensure mine-laying ships have enough time to allow for full pattern coverage. In some situations, persistent area denial or defense of a certain position is crucial for victory. Что турель есть? Deploy a turret.
Deploy any type of turret to a nearby solid surface. Так, а как мины поставить? Миноукладчик, другой корабль нужен? А, вот турель, вот она. Прикольно. Turrets can be redeployed without first undeploying them if desired. Simply issue a deploy order to a new location. Multiple turrets can also be deployed in rapid succession, allowing groups of turrets to quickly secure one or more locations. Multiple turret types exist. Эй, нет! Situation and goals of the mission. Congratulations. We've now reviewed all techniques required. Ну, выглядит странно, потому что на самом деле-то она не пристыковалась с ней. Войти в гиперпространство. Я уже готов. Да, это гиперпространство так выглядит. Ладно. Так, демо-версия, оформить предупреждение, быстрый матч, справочник, участие игра на стойке вход. И демо-версию военных игр, видимо, история Homeworld. Ну, на сегодня на этом все. Завтра, наверное, ну, глянем еще вот эту демо-версию военных игр. Давай сейчас быстренько посмотрим. А, сетевую. То есть тут только сетевая игра. Да. Военные Северной Америки. Ясно. В общем, нету здесь сюжетного режима. Ну, а в сетевой, блин, не умеющий, наверное, лезть не стоит. Shift. Ну, ладно. В целом прикольно, мне понравилось. Конечно, производительность моего компьютера оставляет желать лучшего со стримами вместе. Но... окей. Наверное, мы на этом с Homeworld закончим. Прикольно, мне понравилась графика, мне понравился визуальный стиль. Ну, надо посмотреть, как оно играется именно уже дальше потом. В демке это не особо понятно. Следующий, наверное, начнем. Может быть, Робокопа посмотрим чуть побольше. А нет, Робокоп это старая фигня, мы его не будем смотреть. Это Outcast, получается, следующая игра по размеру. Это Outcast New Beginning Demo. Вот, то есть завтра мы эту игру посмотрим. Какой-то выживач вроде бы в планетном мире тоже. Ладно, на этом на сегодня все. Спасибо всем, кто сегодня был. Это Нарутман, Кэт Джефферсон, Уву, Грификон, Матяш Дэн, Пустильган, Кардинолог, Каматек, Травкин. Что еще? Вроде бы это все. Такая небольшая... Чидорин. Был еще Чидорин на Ютубе. На Твич он, по-моему, так и не зашел, если не ошибаюсь. Кстати, подписка, он вроде бы... либо Чидорин был подписан почему-то. Он подписан, да. Чидорин был подписан, поэтому и не было уведомления. Да, вроде бы это все были. Ребята, спасибо всем, кто сегодня был. На этом стрим заканчиваем. Вот. Надеюсь, завтра будет немножко полегче с кашлем. И вечером подрублю. Посмотрю, во сколько. Может быть, будет в 19 по Москве, либо в 20. Ну, либо как сегодня, там, с небольшими задержками. Такая фигня. Вот. Спасибо тебе. Да, доброй ночи, не болей. Давайте, пока. Берегите свое здоровье. До завтра.